Сегодня мы с вами поговорим о таком отдельном виде мягких окон, раздвижных мягких окнах. Итак, о чем мы сегодня с вами поговорим? Какие проблемы мы будем решать с помощью раздвижного варианта крепления монтажа мягких окон? Разберем три вида раздвигания мягких окон, разберем сферы применения, которые возможны для такого крепления, и разберем, из какого вида материалов для каждой проблемы будут делаться раздвижные мягкие окна. Какие проблемы решают раздвижные мягкие окна? Значит, если у вас высокие потолки, то есть вы там, став на стул-табуретку, не сможете достать до верхнего крепления мягких окон, и при необходимости открыть проем не сможете их закрепить в смотанном состоянии. Там есть, конечно, свои способы решения этой проблемы, так, длинные ремешки и так далее, но по большей части это уже, конечно, такие приспособления. Вот. По факту, в случае, если высокие потолки и нужно будет открывать проем, то лучше использовать раздвижные мягкие окна. Значит, если требуется высокая скорость открывания-закрывания штор, то есть для того, чтобы смотать ее вверх, опять же, да, это стул, либо лестница, сматывать, там, подвязывать ремнями. Если окна сдвигаются, то это достаточно быстро вы открываете свой проем, гораздо удобнее. Значит, еще можно использовать в случае, если у вас свободно висящие шторы, то есть не закреплены в проеме вот, на замки, а шторы, которые используются для отделения разных частей помещения друг от друга, в том числе для разделения рабочих зон. Ну, к примеру, это могут быть автомойки, или это может быть танцевальный зал и так далее, и так далее. Но в то же время, последний момент, что любой раздвижной способ установки может использоваться абсолютно также в любом обычном проеме. То есть вы можете заказать себе установку мягких окон раздвижных и использовать их стационарно закрыв. И вот, допустим, когда они вам нужны, в каких-то особых случаях, вы быстро, раскрепив крепеж, вы быстро сможете сдвинуть. Виды сдвигания. Значит, мы используем три вида монтажа. Значит, первый вид – это раздвижка по тросу. То есть натягивается трос, значит, от стены до стены, либо на противоположных стенах, либо на таких вот выдвижных карнизах. Вот. Талрепами растягивается трос до состояния струны, чтобы он не провисал. Вот. И по этому тросу уже ездит вот на люверсах, ездит уже не сама штора. Раздвижка по трубе. Если у вас не высокая, то есть нет нужды в широкой шторе, то можете установить в качестве опорного элемента трубу. Она точно так же крепится, как и трос, но гораздо проще. Там не нужны талрепы, просто устанавливаете на карнизах. Она уже не провисает в силу собственной жесткости, но там есть тоже свои нюансы, которые мы дальше с вами разберем. Значит, и раздвижка по шине. То есть шина применяется в разных бытовых устройствах, ну, допустим, в шкафах-купе. То есть вот у нас на образце как раз вот такая шина, про которую я вам рассказываю. Разные виды раздвижки применяются в разных случаях, для разных задач. И естественно, что есть у каждого вида раздвижки свои преимущества, свои недостатки в том числе.
Вот, поэтому давайте мы разберем вот по 5 пунктам, какой вид раздвижки вам подошел бы в той или иной ситуации. Раздвижка по тросу. Значит, срок службы. Что по тросу, что по трубе, срок службы максимальный. Вот раздвижка по шине, там, конечно, есть трущиеся детали, те же колесики. Вот, там поэтому мы поставили предыдущим двум раздвижкам максимальный балл, а по шине 9. Хотя шина тоже достаточно надежный элемент, там неубиваемые трущиеся элементы, поэтому, ну, тем не менее, труба точно не сотрется. Простота самостоятельного монтажа. Вот трубу легче смонтировать, чем раздвижку по тросу. По тросу установка талрепов, там, троса через ковш и так далее, это уже требует определенных навыков. Раздвижку по шине тоже не очень сложно смонтировать, но тем не менее там уже более точные нужны действия, там отверстия просверленные и так далее. Ну, на самом деле тоже ничего сложного, но тем не менее сложнее, чем предыдущие два варианта. Удобство в использовании. Значит, по тросу и по трубе при сдвигании в силу трения штору сдвигать тяжелее. То есть нужно прикладывать усилия, тянуть, ее как-то там поправлять палкой вверху и так далее. В случае, если у вас раздвижка по шине, там никаких проблем. Легким движением она откатывается в сторону. Поэтому удобство использования наибольшее у монтажа по шине. Значит, эстетичность. Ну, вот этот карниз легко вписывается в интерьер. Он может быть там разных цветов, если необходимо. В основном мы используем вот такой серебряный цвет в большинстве случаев. Трос, он, конечно, уже менее эстетичен, ну и труба еще менее эстетична. Хотя можно, конечно, подобрать под цвет трубы, там тоже, в принципе, при желании можно это сделать. Доступность по цене. По трубе дешевле. То есть купить трубу, купить два карниза, там в любом строительном магазине, порезать трубу, вообще нет особых затрат. По тросу дороже. По тросу, значит, вот эти талрепы и все остальное, анкера, вот, это уже необходимо, ну, денег потратить больше. Шина стоит еще дороже. Вот, то есть по цене шина самый дорогой вид раздвижки, но у нее есть свои гигантские плюсы, которые, конечно, стоят этих денег. Сферы применения. Значит, где можно применять? Ну, как я уже раньше говорил, это может быть просто обычное окно в любом его точке, в любом его объекте применения. Но если говорить о специфических моментах, то это помещение с высоким потолком, как я уже говорил раньше. Это может быть какие-то внутренние, ну, для зонирования помещений, какие-то внутренние участки, то есть отделить, допустим, там зону приема от складской зоны, или там, если это танцевальный зал, то делить там занятия одной группы от другой. Мы делали подобные шторы, там было около 1000 квадратных метров с высоким потолком, там, по-моему, под 3 этажа. Вот. И там было достаточно удобно, когда группа была маленькая, отделяли шторами зал небольшого размера, а в остальном зале можно было в другой группе заниматься. Ну, в общем, достаточно удобно. Значит, и это может быть автомойки, это могут быть склады, это могут быть гаражи, если это необходимо, утепленная штора на воротах. Моментов. Чаще всего вот эти вот 3 вида раздвижки применяются в быту для облегчения открывания проема. Вот так сгруппировав. Другие виды открывания мы рассмотрим уже в следующих видео. Если вам
наше видео было полезно, понравилось, не понравилось. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь, пишите ваши комментарии, добавьте, если вы знаете что-то еще дополнительно. Будем рады услышать ваше мнение. Пишите, что нам еще для вас снимать.